Приветствую, мои маленькие любители хардкора, дамы и господа. Сегодня будем проходить DLC Cuphead. Оно вышло буквально таки вчера, 30 числа. Сегодня уже 1. Прошли сутки, и я уже все-таки уже ее установил. Нужно же скорее ее попробовать пройти, потому что что? У нас добавили нового персонажа, новую локацию и несколько видов оружия. Сколько много, точно не скажу, но где-то порядка 4-5. Вот, боссов у нас будет 6 всего дополнительных. Немного, но скорее всего они будут хардкорные. То есть мы будем очень много умирать и от этого еще больше резвиться с азартом, так сказать, проходить эту игру. Елена, привет. 4 оружия. Ну вот, 4 оружия. Здорово. Поехали. Значит, что? То есть мы убили дьявола. 6 монет у нас еще в запасе. Поехали на DLC. У меня для вас срочное послание о древней чаше черепки. Найдите меня на берегу. Хорошо. Угу. То есть у нас этот товарищ появляется в любом случае, ну, где-нибудь с краешку острова. По-моему, неважно, где ты находишься, все равно он тебя везде найдет. В данный момент игра пройдена на 97%, DLC 0%. Давай. Древняя чаша попросила меня передать вам весточку. Ей нужна помощь. Далекий остров. Таинственное открытие. Лодка ждет. Поехали. Окей. Береги 4 монеты. Ну, мы еще попробуем наверняка еще и заработать сверху. Чего же нет-то? Я пока никуда ничего. Пока вот острой необходимости не встанет, то, что я вот точно не могу пройти босса, все. Тогда уже да. Тогда уже будем тратиться монетами. Так, я забыл включить музыку. Как же без музыки-то тут? Музыка это тут тоже чуть ли не основная составляющая. Ну, 50% от атмосферы делает музыка. Так, давай. Звук. Вот так примерно сделаем. Там есть купон, который восполняет хп. Потом разберемся. Все будет. Разберемся, что там, куда нам чего дает. Как-то тиховато, да, музыка? Мне кажется. А, еще чуть-чуть делаем. Будьте начеку, бесстрашные черепки. Ну, черепками, видимо, у нас тут чашика и кружика называют, да? Чтобы достать эти ингредиенты, вам понадобится вся смекалка и сила воли. Но помните, в любую выпечку надо вложить все сердце и душу. Не волнуйтесь, пока вас не будет, я продолжу совершенствовать этот рецепт. Я знаю, вы пойдете на все, чтобы я смог испечь чудо-торт. Сказочные ингредиенты ждут вас, друзья. Куда я соль поставил? Все не подсказываешь. Но я, если что, у тебя обязательно спрошу. А кого еще? Так. Что еще, кроме нас? Не волнуйтесь. Та-та-та, ну ладно. В общем, что? У нас получается по сюжету. У дамочки, у нового персонажа, у нее украли тело. Душа ее осталась. Вот. И нужно собрать ингредиенты для волшебного пирога, насколько я понимаю, чтобы эту душу, точнее тело у нее, душу в тело вернуть, тело просто вернуть, что-то вот в этом роде. Еще кое-что, парни. Если хотите позвать на помощь золотую чашу, не забудьте применить этот милый амулет-печеньку в меню. Тут, кстати, опечаточки. Ну ладно. А как это сделать? Амулет, короче говоря, да, нужно какой-то использовать. У нас, получается, вот здесь находится. Астральная печенька, да. Сыграть за золотую чашу. Ей доступны такие приемы, как двойной прыжок, парирование в рывке и смертельный кувырок.
Ну, я думаю, что давай попробуем прямо за чашку играть. Чего ж нет-то? Ну, в смысле, за дамочку. Да? Я думаю, прям вот все DLC можно, конечно, любым персонажем пройти, но все DLC как бы и основано же на ней, почему бы и за нее не поиграть? Так. А как-то можно использовать прямо сейчас? Непонятно. Ладно, давай пройдемся. Рецепт для золотой чаши. Первый босс? А, нет, это просто обучение. Парирование в руке. Это весь двойной прыжок, да? Угу. Уклонение с перекатом. Угу. Новые движения у нее, ну забавно. Мне это надо парирование в руке сделать. Хорошо. Просто, короче, просто парирование. А тут надо перепрыгнуть. Как дело? Может быть, мне прямо снизу надо где-то сделать? Нет. Снизу она не подпрыгивает. А, уже перекат? Я думал, по порядку надо как-то, по списку. А теперь двойной прыжок. То есть, получается, у тебя сначала идет просто парирование, потом уклонение с перекатом, а теперь двойной прыжок. И еще и парирование заодно. Я думаю, можно выйти. В принципе, монетку я собрал. Что надо сделал? У меня 7 монет в запасе. Это чудовище. Сенсация, сенсация. Шеф-повар Соломкин стал лучшим кондитером в мире. Эй, вы те самые братцы, что справились с самим дьяволом? На этом острове вам придется несладко. Но раз уж вы обломали рога самому дьяволу, то и тут сдюжите. Вы, друзья, оказали нам всем большую услугу, а вот и ваша награда. Еще 3 монеты. А вот 10. Замечательно. А может быть еще надо с ним поболтать? Ну, вдруг. Еще хочу монет. Ладно, это так не работает. Так, я сверху вижу магазинчик. Тут у нас ничего нету. Пошли, наверное, наверх. Я, кстати, смотрел, то, что тут раненган уровня нет. Они забавные, жалко. За лавкой свиной секрет. А, да, там монетка еще одна. Бам. Я люблю джаз. Винотека. Щелкунчик, блок турель. Выстрел по прямой с хорошим уроном. Разбивается на более слабые, но прицельные снаряды. Кольцо сердца восполняет очки здоровья при парировании. Получите плюс 1 к очку здоровья при первом, третьем и шестом парировании. Веер. Или... А, ну да, веер. Электроразряд. Выстрел по 3 направлениям. Удерживайте кнопку захвата, чтобы сузить разлет. Чудной клоун. Неизвестно. Простая безделушка. Неизвестно, откуда взялся. Вот это я тоже мне странно. Для чего это вообще? Вихрь. Спиральный вихрь. Быстрый выстрел с дугообразной траекторией, наносящий средний урон. А вот эти вот все новые оружия. Право, ну, я не знаю насчет глаза, но вот эти вот 3 оружия, они явно пригодятся. Сделают, облегчат прохождение этого босса. Это наверняка. Какого-либо босса. Можно по дефолту проходить с оружием. Пока ничего не тратим, пока принюхиваемся, присматриваемся. Зрители, наконец-то, церемония награждения победителей конкурса скалолазания вот начнется. Добраться до вершины и взять первый приз может только правильный гражданин вроде меня.
Вышло, что шансы на победу были левые. Третье место, смех и слез. Если бы судьи победу налево не пустили, я бы точно поднялся вверх со стороны, со второго моста. Может, это подсказка? Ампаша, привет. Я кто-то. Кто-то. В смысле кто-то? Так, ну давай, наверное, попробуем. Королевская рокировка. Это, скорее всего, у нас что-то вроде музея. То есть уровни на парирование, по-моему. Читаем. Давай попробуем. Свистать всех наверх. Черепки на палубе. Добро пожаловать в мой плавучий дворец. Я истинный король. Король великой игры. Издали я наблюдал, с каким рвением вы сражались. И вот я решил, что вы достойны принять участие в моем королевском турнире. В этих поединках ваше оружие и обереги не пригодятся. Придется найти другой способ справиться с моими рыцарями. Здорово, Леон. Мой ник состоит из слов компании Паша. Угу. Отлично. Можно даже через дефис написать. Он Паша. Будет прикольно. Наверное. Я не знаю, смотри сам. Так, придется найти другой способ справиться с моими рыцарями. Это хоррор, который вчера играл. Я думаю, завтра днем в 2 часа. Хоррор мы будем проходить в 2 часа. Пока Cuphead, и будем, наверное, его миксовать с 4-м God of War. Просто вот, вчера вышел Cuphead, почему сегодня из-за него не полобать. Так, значит, что нам сказали-то? То, что у нас все способности, которые я тут поставил и так далее, не работают. Одержите победу и будьте щедро вознаграждены. Вперед же, в бой. Аой. Что за призывы такие? Аой. А как даму поменять? Подожди. Она же как-то должна меняться прямо вот возле этого. Использовать навык. Астральная печенька, вот. Я ее поставил. Почему-то не меняется. Не знаю, я все кнопки пробую и что-то нифига. Может, это прямо нужно этот? Может быть, возьми сахар? Так не работает. Ни сахар, ничего не работает на том испытании. Это ясно дали сказать. Ну, дали понять. Сказали ясно. Вот эти вот все вот эти вот способности не работают в испытаниях. И стрелять я тоже не могу. Они будут чисто на парирование, как у нас было в музеях. Музей 1, 2, там 3, 4 и так далее. Вот. Не работает. Поэтому только парирование. Как бабу поставить? Тут мне скажите. Может быть, правда, надо уровень просто начать и все. Ну вот босс вот здесь у нас томится. Томится, прям жаждет встречи. Ладно, давай попробуем. Может быть, это надо будет сделать прямо... Пока я могу стрелять. Ну давай, поехали. Это у нас первое испытание. А, она автоматически у тебя ставится. Все, я понял. Угу. Слушай, да можно так просто летать и все. А, не так все просто. Блин, скорость увеличивается. Надо всех перелупить, короче. Плохо дело. А я не успеваю за ними, они слишком быстрые. Половину я уже прошел, да ладно. Давай, еще раз. Да. Не вовремя прыгнул. Причем тут желательно смотреть как-то по бокам. Рано. А я могу прям... Да, я сквозь них могу портоваться. Вот эти вот все... Согласен с тобой, Cuphead это самая, наверное, крутая игра за последние вышедшие
Именно если брать в виду платформеры классические. Через бегущих вот этих чуваков без головы можно просто уклонение нажимать и все. Короче говоря, вот эти вот дополнения, ну, точнее, вот эти вот уровни в замках, они нас будут хорошо учить играть именно за эту дамочку. Блин, это надо вот очень четко делать. Нужно так, чтобы у тебя персонаж, когда он начинает парировать, чтобы он в конце своего парирования не оказывался именно на фигурке врага. Я понял. Это надо четко в тайминг делать. Вот, не получилось. Снова. Не знаю, блин, нет, а перепрыгивать ты их не успеваешь, кстати. Перепрыгивать просто так не получается, они слишком быстро летят. Давай заново. А можно было бы и поучиться и так. Достаточно парировать просто в направлении и все. Ладно. Так, просто вот обычный Cuphead, в смысле, ну то есть первый персонаж, который красная чашка, он парировал только с прыжком. Тут работает это, блядь, это двое побежал. Отстой какой, бля. Cuphead парировал с прыжком. Баба прыгает просто так. Не успел. Да, причем это очень четкий тайминг, как это работает. Пробую перепрыгивать. Так. 4-5. Ай. Бля, он прям, они прям на тебя приземляются. Последний момент сейчас того парировал. Ай, блядь, ну они реально сыпятся тебе на голову. Не догоню. Ай-яй-яй. Он вообще ушел. Я от бабушки ушел. Я от дедушки ушел, бля. Ну, они падают прямо на тебя. Кстати, почти прошел. Я лап. Ай, не туда. Можно даже в полете парировать чуть-чуть, прыгивая. Ай, вот это я не успел. Ничего, сейчас сделаем. Раз 50, наверное, только просрать и все. Давненько я, кстати, в Cuphead не играл. Да, я проходил-то полностью. Где-то, ну, не год назад, месяцев 8, примерно. Жадничал. Ё-моё. Есть. Ну, вообще, я случайно последнего парировал. И от тела своего я ушел. Ну да. Астральные какие-то замуточки у них тут. Тела выходят из души, точнее, выходят из тел. За эту доблестную победу я щедро одарю вас благами земными. 2 монеты. А теперь вам пора. Хорошо. Я не знаю, можно, в принципе, побаловаться, оружие купить. Сколько там надо-то? Где-то порядка 16 монет.
А нет, подожди, оружие, это же 3, все. Берем щелкунчика. Этот штурмовик, старое оружие. Это давай возьмем. Ну, потом можно кольцо, наверное, да, докупить. Хотя все равно в этих испытаниях парированием оно действовать все равно не будет. Это если только его юзать при прохождении босса какого-нибудь. А зачем мне штурмовик? Не, мне штурмовик не нравится. Мне интересует новое оружие. Самый топ у нас, по-моему, это оружие, которое стреляет большими такими синими шарами. И оружие, по-моему, типа бумеранг, что ли, оно называется. Когда стреляешь, оно назад все пули летят. По-моему, самый максимальный урон. Но вообще, как говорят те же самые спидранеры, самая крутая это дефолтная пушка. Ну что за пальцы? С самого начала настреливает. И раструб красный. Остальное все, ну такое себе. Ну, вообще, кому как удобно. Я так считаю. Так. Веер брать, не брать. Выстрел по 3 направлениям. Так, хрен бы с ним. Давай и кулона заодно. А все вот это вот уже приблуды эти будем потом покупать. По прохождению остальных испытаний. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну давай попробуем, короче говоря, у нас босс вот этот первый попался. Давай с него и начнем. Не пригномляться. Не пригномляться. Так, ну баба у нас стреляет так же, кстати. Угу. Тут надо приседать. А ему по носу надо именно попадать. Так. Гномики тоже у нас по нам стреляют. Первая фаза уже закрылась. Странно. Угу. Понял, принял. Будет ли кооператив? Нет, наверное, не будет. Ага, это атака это у нас рандомная. Кооператив не будет, потому что я ее с торрента скачал. В Steam не купить. Ж. Вот пришлось. Да нет, с пиратством немножко. Да и, кстати, этот, как его, в кооперативе, я считаю, что эта игра, она не очень удобная. Когда вы в кооперативе, вы начинаете друг другу жутко мешать. Тут надо еще просто приучиваться играть в кооператив. И... Блин, если... Да, подстава. Ну еще сколько я фазы закрыл? Ну почти большую половину. То есть дефолтное оружие, если учиться пригибаться, дефолтное оружие, вот раструб и обычный палец, короче говоря, нормально пойдет. Пробуем еще. Я бы без проблем в Steam купил, если бы не вот эти вот санкции и так далее. Она стоит-то 150 рублей. Но плясать с бубном что-то не хочется. Типа там менять регионы всякие, VPN, нахрен оно надо. Я DLC пройду в одно, да и будет несчастье. Они выше поднимаются. Бля.
Капхэт перед битвой. Вкусная. Ну. Давай, учим атаки. Этого товарища нам вообще глаз нельзя сводить. Я сейчас случайно просто увернулся, кстати. Вот теперь плохо. Мишка у нас долезает до конца. Вот я желтые, точнее, шарики не вижу вообще. Вторую фазу явно так вот надо закрывать. Причем надо желательно какой-то угол выбрать. Блять. У меня верхний причем задамажен. Так-то. Когда он этими шарами стреляет, лучше держаться где-то в середине. Вот я сейчас опять снизу как-то урон, снизу урон получил. Зачем подпрыгнул? Надо было сидеть спокойно. Сволочи вылетают из-под низа в любой момент. Рандомно вообще. Ладно, нужна какая-то тактика, чтобы я придерживался. Ну думал, уже получше получается. Нет, получше еще не получается. Ну, у меня 3 жизни осталось. Повезло, повезло. Короче, надо под ноги смотреть. Блять, и, наверное, одно тоже. Че у него? Где? Вот. Вот у нее ульта. Вторая фаза. Но, блин, у меня одна жизнь. Что случилось? Надо было подпрыгивать? Все, попробуй принять предложение дьявола за чашу. Ты о чем? В смысле, в конце в конце основной игры предложение дьявола за чашу? И тогда, типа, хреновая концовка? Ты про это имеешь в виду? Так а мы же DLC проходим, зачем мне сейчас этим заниматься? Блять. Нет, так не пойдет. Надо тоже толпу урона получил. Надо вообще первую фазу закрывать без урона. Тогда можно надеяться. Дай. Ладно. Потом на досуге. Я уже это, кстати, делал. Просто для прикола. Как я купил DLC, если платежи недоступны. Я скачал ее с торрента. Это все доступно. Без проблем. Скачается минут 10. Ну, конечно, смотря какой у кого интернет. Ты падла. Ага, внизу колпаки. Ну, в принципе, это очевидно, что колпаки внизу дамажат. Я на не смотрю вниз. Я обращаю внимание на то, что летит с правой стороны. Надо как-то и справа, и снизу смотреть.
Так, вроде лучше. Парированием я уже не буду заниматься. Все, первая фаза без урона. Ай, полез туда, зачем? Плохо. Плохо, гномы сейчас меня запинают. Бля, надо же что... Полезли просто. Безбожно, они прут снизу и все. Учим атаки. Блять, чё? А, меня желтый шарик задамажил. Твою мать. Слишком до хера в тебя летит все. Вообще одна. Нет, не играл в Deltarune. Или как-то так. Нет, не играл. Что это за игра? С левой стороны мне как-то поудобнее стоять. Да. Я чудом на желтую херню эту работину не улетел. Блять, зато улетел на другую. А, слишком до хера влетит предметов. Два раза долбанули. Похоже на Undertale. Я тебе даже больше скажу, я в Undertale... Ну, я видел ее, но не играл. Хотя Undertale мне не зашла. Не знаю, почему. Понятно, сразу с пиздюлей. Понятно. Так. Зачем прыгнул? Повышено. Я всегда думаю, на кого же этот босс похож? Из оригинала. Я вам мне площадочку-то хоть дайте лишнюю. На площадке тоже рандомно исчезают. Так, 2 жизни. Какая мать подойдет под интерку? Я не в курсе. Я в компах слабо. Вообще, Google в помощь более грамотных людей. Не знаю, не скажу. Блять. Шутки про компьютерную мать. Блять, ну... Тут этого босса явно с пиздежа не надо начинать. А ёпта мать.
Да. Я думал, на любой платформе можно, пригнувшись, уйти от этой штуки, но ни хрена. Из жизни. Так, вот что-то подходящее примерно вот здесь. Здесь, по-моему, какая-то точка. Да, смотри-ка, они почти не дамажат тебя. Вот только вот периодически уклоняться от парочки. Блять. Portal, да, играл. Проходил первую часть еще, когда она только вышла. Давным-давно. Мне понравилось. А остальные не играл. Блять, отвлекся. Тихо. Аккуратненько себя ведем. Ай-яй-яй, блядь. Просто с этих сторон херачат. Так, вот тут примерно точка. Блядь. Надо вообще учитывать то, что когда они опускаются, когда поднимаются выше, у тебя, получается, они мячик кидают то выше, то ниже. Это было больно. Меня сейчас олени задамажили, да? А, это утки, блядь. Я думал, почему-то это олени летят. Ай, блядь, ну не вовремя я прыгнул прям. И прям на эту херню желтую. Мишка, блядь. Ну ничего, я с киндайсом сидел 5 часов, так что... Я думаю, этот чуть побыстрее пройдется. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Скорее всего, сделали довольно таких хардкорных. Ай, блядь, ну зачем? Зачем ты парировала, падла? У меня на геймпаде сзади геймпада есть лепестки. Эти лепестки тоже. Если ты прожимаешь, вот, нажимаешь на заднюю часть геймпада, и она действует как рывок. Это больно. Мне кажется, что боссы в DLC сделаны все равно немножко посложнее, чем оригинальные, чтобы ты чуть-чуть подольше провозился с ними, а не прошел за 10 минут. И в оригинале-то боссы были довольно таких хардкорные, по крайней мере для моего уровня. Ай, блядь, ну ты смотришь вниз на гномов, тебя херачат шариком. Ты смотришь на шарик, тебя херачат гномы. И они еще, суки, внизу этих зрителей посадили, чтобы ты вот как раз в самого края не стоял. Говорится, чтобы жизнь малиной не казалась, ай-яй. Блять. Что гномы сначала как член вылезают из этого. Из земли можно заметить, откуда он полезет. У тебя там какие-то секунды есть.
Так, я сейчас хотел попробовать, посмотреть. Если ты стоишь не на той платформе, где находится гном, получаешь ли ты урон? Да. Они шмалят в тебя в любой, под любым углами. Да, блять. Я ничего не видел корову ковбойшу, я ее смотрел вчера. Как один товарищ страдал. Тут все будут, боссы будут сложные. Я в этом не сомневаюсь. По-моему, в Капхеде самый легкий босс это морковка и шарик. Все остальное просто же подерка какая-то сплошная. Блять. Но, в принципе, это не удивительно. Если бы ты прошел бы Cuphead, я не знаю, за 2 часа, ну что это, какое-то удовольствие от игры. Люди годами там старались, выжились, писали музыку, рисовали вручную анимацию героев, и ты взял просто за 2 часа прошел, сказал то, что, блядь, ну такое себе игра. Она бы потеряла всякий интерес, про нее бы забыли тут же вообще. А так, из-за своей хардкорности она осталась на годы просто на слуху. Сколько великолепных спидранов. Ай-яй-яй. Сколько великолепных спидранов по нее. Сколько люди часами, годами, наверное, тренировались, чтобы ее пройти там. Максимальная сложность, без урона там. Уровень пацифист, такая всякая хрень, короче. Ай, блядь, ну... Если бутер с маслом падает на масло, то что если бутер привязать на кота? Кот упадет не на лапы, он упадет на масло все равно. Я так считаю. Это физика. Масло всегда будет притягиваться. У него, наверное, просто определенная сила притяжения к земле. Ну, знаешь, да, там гравитация, всякая хрень вот это вот. Ребята, кто? Идем с молотком вылез. Что-то опять у меня жизнь. Ничего, сейчас где-нибудь через часик я разыграюсь. Будет получше результаты. Я просто встал-то буквально 1,5 часа назад после ночной смены. Так что неудивительно, что я сейчас... Да и в принципе-то я в Cuphead никогда хорошо не играл. Просто будет чуть-чуть получше получаться. Краешку надо стоять. Угу. Четкие тайминги, надо четко прыгать на определенные участки платформ, которые вылезают, ну, двигаются. Бля, ну там я не мог увидеть просто этого гнома. Бля, зачистили что-то. Я уже не надеюсь их парировать просто. Иначе они будут парировать под меня. Блять, эта фаза когда-нибудь закроется? Да твою мать! Давай быстрее. Так, тут надо что-то делать. Надо подпрыгивать вовремя. Будет бесконечный двигатель. Код будет вертеться со скоростью света. Ну, не факт. Не факт. У него же тоже своя сила тяготения есть.
Но мысль интересная, кстати. Чтобы усилить тогда его скорость вращения, можно его побрить на лысо. Да, обтекаемость будет выше. Определенно. Он будет еще быстрее вращаться. Лайфхак. Ай, это надо было парировать. Наверное, у этой фазы жизнь, бля. Да, у этой фазы жизни до чертиков. Так можно запитать энергией целый мир. Но если побольше котов взять, то на целый мир хватит. Я думаю, когда доводилось видеть солнечные батареи, когда вот стоят они в ряд целые поля там солнечных батарей. Вот тут то же самое, только с кошаками. Если это дело поставить на поток, будет норм. Блять. Чудом увернулся вообще от всего. И, блядь, ну и на гнома зато приземлился, твою мать. 10 минут физики. И немножко... И немножко этого. Ай-яй-яй-яй. У нас жизнь, я не знаю, переигрывать, нет? Не только физики, но еще немножко материаловедения. Здорово, Кирь. Чувствую твоим нервом. Но я же добровольно на эту же подерку подписался. Торопиться некуда, боссов всего 6, так что потихонечку пройдем. Все равно у нас, в принципе, там этим летом не так уж и много каких-то игр интересных прям выходит. Ремейк, да, переиздание. Че, уже фаза? Как-то она быстро началась. У меня подписчик Cuphead тоже подарился намеком. Ну, придется так придется. Не, игра на самом деле того стоит. Попробуйте с подписчиком вместе пройти на кооператив. Забавно же будет. Бля, смотришь на гнома, тебя дамажит снизу. Ой, точнее, с шариком. Шарик тоже можно, кстати, разбить. Ну, мне с одной жизнью там на первой фазе делать нехер вообще. Ну-ка. Да твою мать. Все, Мишка. Мишка гномы, бля. Твою мать. Что там, олени, да, летят? А я не успею. Ты пригибаешься от оленей, тебе снизу, блядь, ебашат. Ну как это так? Пидорас. Пидорасина. Блядь. А там же собирались колпаки гномов высовываться снизу. Что за хрень? Меня ж дергались там все. Я туда и свалил, поэтому, чтобы и урон получил. Понятно. Все хуйня, Миша, давай заново.
На всех платформах надо стоять желательно как-то с краешка. Блять, ну если этот пидорас с молотком не вылезет, тогда будет вообще замечательно. Ну, эта теория идеальна, теперь это нужно как-то сделать в жизни. Но это не теория, это скорее патент, надо просто сделать. Это зарегать, короче говоря, и потом из этого стартап. Бабок собрать, короче говоря, сделать кошельков, короче говоря, и потом они все будут работать у тебя. Потом только выхлоп. Илон Маск бы до такого не додумался. Угу. Бля, а кто меня сейчас ударил? Там еще два клоуна сразу вылезло. Ладно, хоть посмотрим второй раз. Пазл. Енту. Бля, тут же под конец стопудово они все исчезать будут. Блять, а куда мне сейчас деваться? Куда надо было, да, в бок херачить? Третья фаза самая жесткая. Естественно, она будет самая жесткая. В том, что исчезает все под ногами. Тут надо и парирование, и всех дел. Блять. Я стану вторым Илоном Маском. Возможно, возможно. Я буду только за. Гениальные люди нужны планете, чтобы делать всякие полезные изобретения. Типа вращающихся кошаков. Смысл. Надо было не двигаться вообще. Как этот мудила с молотком дамажит? Что-то я тогда вообще не понял. Один раз он попадал, ну всегда точнее он попадал, а тут вжух и не попадает. Блять. Бежишь от гнома шариком ебанут. Прям в темечко. Боль. Чуть-чуть с краешку стоять, когда видно, что у тебя под ногами происходит. Того. Главное на шарик не улететь. Тихо. Вторая фаза самая элементарная, по-моему. Чисто внимательность. Чисто внимательность и правильно встать. Это вот вторая фаза про это. Блять. А тут просто надо перепрыгивать адекватно, когда в тебя все летит. Ну, а на первой просто внимательно как-то перепрыгивать все это дело. Пойдешь патент подавать? Окей. Только, наверное, еще можно каких-нибудь парочку идей придумать, чтобы уже наверняка. Так, встаем. Вот так. Сразу же возле зрителей. Главное ноги поставить, как на видосе. Тихо. Понял. Блять, шарик. Чё, я сейчас не заметил вообще, что задамажил. Я, по-моему, куда-то не туда смотрел. Понятно, шарик.
О, я знаю идею, коты будут блевать мороженым, это гениально. Так, чтобы коты блевали мороженым, их надо сначала его накормить. Кошак столько тебе не слижет мороженого, чтобы впечатлить гостей, так сказать, сейного мероприятия. Знаешь же, там эти, как иногда есть какие-нибудь интересные конференции, которые, ну, собирают, допустим, домашних ученых каких-нибудь, и они там выдвигают свои патенты там или еще что-нибудь, показывают свои изобретения. Вот. И на такой патент, ну, на такую вечеринку, короче говоря, надо приволочь толпу котов и потом только заставить их жрать это мороженое. Он такой, и что, вот кошак будет блевать мороженым, и что с этого, где профит-то? Что должно измениться? Ну, точнее, как это принесет пользу обществу? Блюющие коты. Ты пока подумай, я еще райчик один замучу. Кстати, первая фаза, она не такая уж и длинная. Все, кончилось. Вторая чуть попроще, но длинная. Это она чисто на внимательность. Блять. Причем задамажил гном, который на меня только уже приземлялся, точнее. Тихо, второй. Они просто как черви пруды земли. Ай, шарик. Не будет продавцов мороженого. И чего? Ну, просто у тебя не будут продавцы его продавать. Кому надо будет просто приезжать и покупать это мороженое на складе и все. Вот там еще, кстати, дешевле, что невыгодно для экономики. Нет, так не пойдет. Думай бест, как говорится. Блять. Давай уже заканчивай фазу свою. Ага. Если ты находишься внизу, по-любому они под тобой прямо будут вылезать. Они это делают не рандомно. Еще они будут кассирами. Говорит, пакетик нужен. Продавцов не будет. Не будет продавцов мороженого, и они будут кассирами. Не, что-то ты, Паш, загнался. Что-то не в то русло у тебя пошла мысль. Надо развивать ее в более, так сказать, положительном ключе. Чтобы все были, скажем так, в достатке. Чтобы полезное было изобретение. Кошаки еще куда не шло, но надо что-то такое прям. Ну, я попробую дальше. Да, понятно. Тут же влетаю. Ну, одно точно я для себя уяснил, то, что в Капхеде, если у тебя один босс не получается, то его надо траить и траить. Просто пока не получится. Потому что если ты переключаешься между боссами и начинаешь сквозить туда-сюда, то не получится все.
Ну, тут было нереально уйти. Я даже хер знает, куда скакать-то тут. Так что выгодно. Блять, отвлекся на клоуна. Получил дамаг снизу. Сейчас вообще чудом ушел. Шарик, так сказать, только по юбке мне проскользнул. Ай, ну почему он упал? Почему? Почему? Твою мать. Его надо байтить на ту атаку, короче, как-то. Чтобы он не с нее вот начинал. Ну да. Если я ему просто по бороде стреляю, это попадает ему? Я не могу заметить. Блять, смотришь на гномов, тебя херачит шаром. Смотришь на шар, тебя гномы ебут. Будешь включать гача, ремиксы песен? Кто такой это? Я просто такую музыку не слушаю. Кто это такой? В двух словах просто, можешь объяснить? Если бы ты сказал биткоин, ну, допустим, я бы тебя понял. Кто такой гача? Или гач? Кстати, у биткоина отличные ремиксы. На него делают. Особенно мне нравится какой-нибудь порог обработки. Блять. Ну тут слишком много в тебя всего летит. Здорово, Илюх. Че вы? А, вы на работу уже, да, только пришли? Твою мать. Теперь почему-то вторая фаза стала сложнее даваться, чем первая. Но первая все равно стала уже подерная. Вторая просто еще стала, я не знаю, как это работает. Че за хрень? Да, бля, ну зачем мне полет под этих оленей? Гуси, утки, что это? Короче, под вот эту летящую херню. Надо было не лезть. В основном действия принимаешь интуитивно. И пока ты уже в полете, допустим, на нужную тебе платформу, только тогда ты оцениваешь все масштаб урона. Лень. Нет, блядь, не лень. Потому что перед оленями он знак показывает. Игра вышла, да, 30 числа. 30-го. На торрентах все есть. Компаш. Слово ебаный в рот можно было и не за это. Не завуалированно писать. Тихо. Оп.
блядь, все херачит просто. Под разными углами. Мне повезло. Мне просто повезло. Я ни одного этого урона не получил. Так, теперь под ноги надо смотреть. Твою мать. Ебучие мячики. Причем смотреть надо вообще не моргая. Ёб твою медь. Не, ну, все, хана. На третьей фазе я не жилец. А. Давай. Какого хера она начала тоже двигаться? То двигается, то не двигается. Твою маковку. Мишка, а? Мишка у тебя чисто пугает, а никогда до тебя не долетает. Но этот пидорас молотком вылазит просто рандомно. Причем в разное время. Понятно. Чем я туда полез? Ну нормально вроде. А, я стрелялся. Да, стрелялся, замечательно. Сейчас вообще чудом ушел. Кстати, у нас вот эта вот дамочка очень долго накапливает заряд ульты. По-моему, у чашки это проще выходило, быстрее, по крайней мере. Местами боссов ты мог дамажить просто почти каждую фазу ультой. А тут у тебя получается ульта собирается один раз на всего босса. Отстой. Ну персонаж забавный, за него надо. За него надо играть. На нем будут построены остальные боссы. Как вариант, можно попробовать сменить оружие. Там что-то писали про большой урон. Блять, ну нахер я упал туда вообще, зачем? Здесь эта платформа не вылезет? Не вылезет. Я вот сегодня ночью смотрел прохождение этого DLC. Человек, который его проходил... Да, твою мать. Человек, который его проходил, пользовался оружием, которое я уже купил. Вот это вот DLC-шное, он красной какой-то штукой пользовался. Не знаю, попробовать, может быть, оно как-то иначе дамажит. Сейчас. Разок просру, попробуем, что за оружие. Ну, не знаю, здесь вот мне вообще, по-моему, отлично заходит Растру. Он и их задевает, и заодно эти гномов. Можно типа не двигаться вообще. Я думал, другая фаза началась. А что если коты еще будут смотреть твои стримы, у тебя будет огромный актив. Актив через пишется. Если у котов будут, если коты будут зарегистрированы в соцсетях каких-нибудь, на ютубе, тогда может быть. А так они просто будут наблюдателями. Так, давай, выход к карте, попробуем поменять оружие. Давай вместо дефолтного мы поставим вот это. Блок турель, посмотрим, что это такое. Но раз только я все равно оставлю, хотя бы на вторую фазу подамажить.
медленно стреляет. Посмотрим, насколько быстро закроется эта фаза. Ай! Блять. Да твою мать. Угу. Примерно она закрывается с той же скоростью, что и обычным оружием. А вот здесь все-таки лучше расстрел. Угу. То есть у нас это оружие действует как? В направлении врага она долетает, если ты только смотришь на него и близко к нему на расстоянии находишься. А просто стреляешь вверх, она не летит. Такое себе, короче, оружие. Саня, зашивка у меня 6 утра. А ты откуда, компаш, если у тебя 6 утра? То получается Урал, что ли? Что-то такое? Дальний Восток какой-то. Если 6 утра, доброе утро. Кстати, да. У меня вот 8 вечера. Давай еще раз этим оружием попробуем, но как-то вот я не знаю. Оно медленно стреляет, но дамажит, в принципе, как и дефолтное, ничего такого не меняется. Каких-то накопительных свойств у него нету, блять. Ну тут мудаки всякие с молотка. Магадан, ну да. То есть разница в часовых поясах почти 12 часов. 10 часов разница. Я с Мурманской области. У нас от границы с Финляндией 20 километров по лесу. Финляндия, Норвегия, это все рядышком. Да, можно дойти, но там же есть граница и всякие солдаты, которые ее охраняют. Просто так пешком пройти не получится. Ты можешь дойти только до границы. Как бы посмотреть на забор. Потому что в Финляндии, естественно, ты через этот забор не увидишь никогда. Так, давай, выход к карте. Не знаю, чем это оружие забавное, но, по-моему, вот это самое нормальное. Здесь я уже час 15 сижу. Тем боссом. Я думаю, сейчас на третий, наверное, я вот только пройду. Если не больше. Бабушка вообще в Красноярске. Прикольно. Значит, такая жара на улице, который день уже потрясатник стоит. Дома жарко, на улице жарко. Паса нету просто. Я бы самое то окунуться куда-нибудь. Купаться съездить. Блять. Но опять те же самые ошибки.
Че там, правда, возьми ШТК. Что значит ШТК? Штурмовик. Я думаю, с этим оружием будет вполне достаточно. А у меня штурмовик, кстати, и не куплен, а бабок больше нет. Ну просто если только проходить задания вот эти вот в музее, но там очередной босс, и там его опять траить надо. У вас не жарко, не холодно. Нас вроде что-то там пообещали на следующей неделе, типа среднюю уже температуру, привычную для севера. Типа там 15 градусов, 20, не более. Ну, хрен его знает. Метеорологам очень удобно работать. Сидишь просто как шаман, погоду предсказываешь. А потом, если что, ну так, предсказания не сбылись такой, ну сорян, чуваки. Циклон ушел куда-нибудь в южную сторону, и все. Отличная отмазка. Да, твою мать. Пожадничал. А! За 2 удара? Нет, вряд ли я вынесу. Штурмовиком за 2 удара. Босса все-таки как-никак жира-то хватает. Особенно на 3-й фазе. Угу. Не, я говорю то, что вот первая фаза это стопудово. Это вот дефолтное оружие. Тут можно или раструп, или что-то другое попробовать, но так, чтобы она хорошенько дамажила надо. Чем быстрее я снесу вторую фазу, тем больше шансов мне на 3-й пожить. Очень четко надо все контролировать вообще. Блять, ну чуть-чуть вот промазал и все. Ну, с одной жизнью я явно не желез. Не желез на 3-й фазе. Ау. Сколько она стоит в Стиме? Или это пиратка? Ну, в данный момент это пиратка. В Стиме она стоит 169 рублей. Если у тебя оригинал Cuphead не куплен, то там что-то они просят 569 рублей, по-моему. Оригинальный просто Cuphead 295. Дополнение стоит 169, а вместе что-то 569. Второго сложнее, я не знаю, тут, наверное, все сложные боссы будут для меня. Максимально все сложные будут. Просто все зависит от того, как быстро я выучу его атаки, адаптируюсь под этого босса. Кто знает, может быть и
Я, допустим, с этим боссом могу просидеть 5 часов, а ту же самую корову могу запросто и за полчаса пройти. Не знаю, это просто, то ли дело настроения, то ли дело, просто вот реально, как запомнишь, насколько адаптируешься к боссу. Потому что я смотрел, что кто-то, допустим, на морковке долго сидел в оригинале. Хотя это элементарный босс. Всех по-разному, короче. У всех разный скилл, скажем так. Адла. Кому-то он, к примеру, типа Некроса, сложные игры вообще на изи даются. Ну, типа, знаешь, он там проходит подобных боссов просто со второй попытки. Я вот таким скиллом не обладаю, поэтому я буду много страдать. Ну, как говорится, чем богатый, тем и рад. Все со временем нарабатывается. Так, 3 жизни. Слишком близко, когда я подошел. Сюда дамаг походу прилетел, сука. Вот я сейчас просто 2 удара. На джойстике, по-моему, намного удобнее. Ну так, а я чем пользуюсь? Беспроводной геймпад. На клаве вообще ты чё? На клаве, по-моему, что-то нереальное будет ее проходить, и пальцы быстрее сломаешь. Такие игры чисто на геймпаде проходятся. Клава мышь это вот шутеры, стратегии какие-нибудь. Все остальное желательно на геймпаде проходить. Ну, типа экшен какой-нибудь, знаешь. Это уже игры просто даже под это делаются. Раньше надо было с бубном писать, чтобы геймпад подключить, там настроить его, управление какое-нибудь сделать. Сейчас просто достаточно какой-нибудь коробоксовский джойстик воткнуть, и у тебя уже сразу же присасывается и без проблем работает. Так что сейчас большинство игр, потому что стараются на всех платформах выпускать. И отсюда у тебя все управления заточены под геймпад. Потому что у тебя все кнопки под рукой, не надо никуда тянуться там и так далее. Плюс геймпады сейчас гораздо лучше стали делаться. Отзывчивость я имею в виду там и то же самое расположение клавиш. Ну, допустим, этот геймпад, он сделан с гироскопом, то есть фактически в некоторых шутанах я даже могу чисто им как мышкой целиться. Все. Нет, как говорится, предела совершенства, и у нас скоро чувствую, если новых гаджетов не появится, то, по-моему, геймпады вполне могут клавомышь заменить. Хотя, потому что тупо это, устаревшая технология, знаешь. Как вариант просто. Почему бы не помечтать, да? Какой-нибудь уже у нас есть же управление голосом, движениями. А вдруг? Я думаю, в 80-х каких-нибудь годах об этом только можно было мечтать, а сейчас это все реально. Сука. Давайте, наверное, перерывчик 3 минутки, да? Сейчас я подойду. Водички хоть налейся, жарко. Давай, 3 минутки перекур. Сейчас приду.
Продолжаем. Потом, хотя VR неудобно. Хотя, не, VR удобней. Я вот вообще думаю, что VR все-таки когда-нибудь у нас лишится проводов, как минимум. Громоздких вот этих вот всяких причиндал там. Подключи сюда, подключи туда, там разные вот эти вот переходнички. Просто вот надел шлем. И желательно какой-нибудь компактный шлем. В виде очков просто. Легких каких-нибудь. Сел на диван. Взял, допустим, в руки геймпады или управление чисто руками. Чтобы у тебя, как у Kinect, там руки фиксировались. Положение в пространстве рук. Будет, я думаю, прикольнее. Ну, все к тому идет. Надо просто лет цать подождать, и все будет. Ладно, поехали дальше. Троить босса. Ай-яй-яй. Ну что ж такое? Снизу подачу не заметил. Олени, блядь, опять эти. Да твою мать. Просто улетаешь тут на ровном месте. Если он внизу, конечно, побегать, но это надо делать очень быстро. Как ты на оленя налетел. Падла. Надо с угла уходить. Блядь. Одно и то же. Ну, это капхает, что. Понятно, зачем я туда ломался? Да, есть какой-то момент, что ты можешь, в принципе, внизу пробежать, если что, но делать это надо очень быстро. Прям на все детали надо обращать внимание, потому что тут гном ползет по скале вверх, значит он с молотком сейчас тебя долбанет. Там мишка висит, тут снизу стреляет. Плюс еще олени летят. И вот эти нюансы надо учитывать. Давай уже, закрывайся. Пять. Так, чуть-чуть звука добавим. Блин, ну видел то, что он на меня летит. Че стоял? Ну, суперудар раз труба такое. Камачил его суперударом. Но получал по щам.
Да ёпа мать. Сука, эти желтые шарики вообще беда. Надо же, ушел. Блять, другого не заметил. Жопа какая-то. Вообще фаза длинная. Давай ты уже кончайся. У меня опять одна жизнь, такое себе. Тихо. Сколько я хоть надамажил-то, да такое себе. Ну, короче, там... Ты не часто попадаешь по боссу, поэтому фаза будет очень долгая. Так, смотрим. Угу. Ай-яй. Сука, ссаные шарики. Ну, что, ты закончишься, нет? Наконец-то. Ну, давай, третья фаза. Что я сделал? Да, конечно же, поболь. Я одного босса уже 1,5 часа херачу. Ну, музей там этот прошел с парированием один, но он вообще был элементарный. Ебаный пидор. Чепучие гуси теперь. Ай, блядь. А сука, тебя все херачит просто тут. Просто со всех углов. Наверное, со времен клоуна таких пизделей не получал был в Капхеде. Хотя клоун-то пошустрее будет. Блять. Уёбок этот с молотком вылез ровно в тот момент, когда я приземлился на платформу.
Все посчитано тут до миллиметра. Что, не зря, что ли, 6 боссов 4 года пилили. Блять, снизу шарик этот ёбнутый. Куда он ушел? Да, я под транками играю. Пока бомбить что-то не хочется. Я пока просто вникаю в процесс. Пытаюсь разыграться. Да и жарко что-то, кстати. Сидеть вообще. Как сучка потеет. Подожди, пукан горит начнет часов на третьем, наверное. Ну, в принципе, уже что-то такое, знаешь. Легкий дымок, знаешь, когда этот, как вам, когда две палочки трешь, короче говоря, чтобы разжечь костер. Вот сначала дым идет, пока вот примерно так. И говорит, Барат, боль, моя дырка, задница. Абсолютно верно, абсолютно в дырочку. Абсолютно в дырочку этой самой задницы. Я вот пока все-таки в мыслительном процессе такое оружие использовать, но пока ничего, вот лучше раз трубой дефолтного оружия я не нашел. В принципе, все новые пухи я купил сразу. Может попробовать лепездычеством его подамажить. Блять, чудом ушел, но въебался на гнома, отлично. Мишка вообще безобидный. Похуй, короче говоря, где ты стоишь, медведь приблизится ровно к тебе на состоянии отрыжки, блять. Давай, выход к карте, посмотрим, что за оружие. Вместо дефолтного давай мы поставим, короче говоря, вот этот вихрь на другого босса пойдет. Давай попробуем вверх. Что за хрень? Как он вообще работает? Он слабенький, кстати. Я прям чую. Он слабоват. Блять. Ну, не очень-то, по-моему, он и слабоват. Довольно-таки быстро фаза закрылась. Я не знаю, может быть, я уже сейчас просто это... Блять. Мне уже просто кажется, что я быстро ее закрыл. По идее, босс проходит за 2 минуты. Как и все остальные. И ты, блядь, будешь на нем дохнуть часа 3, да? А ёпта, ну нахуя я прыгнул? Сука, этот пидорас. Я уклонялся от медведя и гондона, который ползет по вот этой вот платформе. Но меня гном выстрелил снизу. Отлично, блять. Ёб твою мать. Ну, опять то же самое. Те же самые ошибки. Смотришь за мячиком, тебя дамажит гном. Смотришь за гномами, тебя хуярит мячиком. Шикарно. Быстрее закрывается первая фаза с этим оружием. И тебе надо научиться, блядь, не дохнуть на ней, как сука. Уходишь, потому что полю там что-то вообще. Блядь, ну... Мячик. Когда у нее мячик в руке, и он внизу, блядь.
Надо вообще близко к нему подходить. Но ты можешь от его этого... От его руки получить урон. Чудеса какие происходят, да? Я сейчас просто чудом уворачивался каким-то. Вообще первый, блядь. Ну вылез этот пидорас и долбанул молотком, замечательно. Я его даже не заметил. Я думал, все-таки без урона получится. Первая фаза. Нет, нет, все нормально. Боль, там дырка, задница. Ухаус, ёпта. Да пошли вы, блядь. И все, сразу же первая фаза кончилась. А вот теперь никакая гнида не задамажила меня. Блядь, ну зато мячиком прилетело в еблище. Улегся. Ну давайте, выдохните. Да, я первее. Но я по-любому почти закрыл вторую фазу. Блять. Да ёпта, ну серьезно нахуй. Ну вот хер знает, чем лучше. Раструбом или этим мочить. По-моему, они примерно одинаковые. Блять, я даже не знаю, что мне сейчас там ёбнуло. Но теперь очевидно. Чем больше двигаешься, тем больше урона выхватываешь. Но я пробовал стоять, выхватываешь так же. Пизда себе в любом случае дадут. Если ты про вторую фазу. Там как-то надо удачненько встать и просто вот за одним определенным квадратом наблюдать, и тогда будет тебе счастье. Там буквально пару прыжков только надо сделать и все. Блять, ты стоишь ровно на той всегда платформе, как это говно начинает от тебя лететь. Да, будем байтить его на атаку другую. Вообще надо от всех уходить. Вот. И нихуя тебе, сука, не сделать. Да пошли. Ладно.
Будем учиться хотя бы уходить оттуда. Вот примерно, где заканчиваются зрители с левой стороны, примерно вот тут надо стоять. Только так, чтобы тебе его видно пол. Но и наблюдать за шариком надо. Шарик, когда у него в руках, ты должен валить четко к нему. Но так, чтобы близко не подойти. Значит, получаешь урон. Вот сейчас, блять, засада. Третья фаза вообще жопа. Но, кстати, с этим оружием ты почти везде его достаешь. Правда, пожить надо очень много. Возможно, это оружие прям для этого босса. Потому что оно как бы катит на всех фазах. Блять, там гном стоял, это ссаный. Потому что нужно дэшить. Очень четенько. Блять, близко подбежал. Залупа прям в меня летела, а я спиной стоял. Комарики всякие летают еще. Давай, дохни. Да все, фаза закрыта, иди ты нахуй. Так, давай его, наверное, сократим. Экзекуцию себе. Правда, я, наверное, попал вообще. Бля, комар сидит у меня на руке и пьет мою кровь, просто безжалостно. Я не могу его смахнуть, потому что он мне капхэт. Какая досада. Да, ёпа мать, не попал. Посмотри, какая гнида. 2 жизни. Да, оружие прям подходит хорошо. Я посмотрим, как она себя ведет еще на этой фазе. Когда он наверху, тихо. И когда он сбоку, он тоже попадает в него. Так что, ай, блять. Ну, чуть-чуть подснимал. Короче, этим оружием проходим. Дефолтное тоже неплохо, но это подходит. Потому что и третья фаза она зацепляет. Прям со всех углов прям. Ну, ебучий гном. Все, и фаза закрыта, да. Бам, бам, бам. Тут надо по минимуму урона получать. Вообще желательно не получать. Ай.
тактику сменил и получил пиздячек. Надо было не бегать туда-сюда. Да, быстрее. Ну, я не знаю, тут куда ныкаться нормально. И платформы поисчезали. Понятно. С двумя жизнями там точно нехуй делать. Если только тренить вторую. Как удачно запрыгнул прям на краешек, блять. И тут же получил пизду. Ай, сука. Ну там не видно, откуда он тебе будет прыгать. В этом геморрой. Блять, ну это опять пиздец. Сейчас получается чуть чаще доходить до третьей фазы. Но это все равно такое. Проблема с парированием. Она. Достаточно просто без этого, без направления нажимать парирование. Я думаю, прокатит. Блять, ёбаный гном. Их иногда в этой каше не видно просто вообще. Всё. Гном был. Чуть-чуть лучше. Блять. Дротик сзади не заметил. Ну, такое. Надо все 4 жизни дотащить до следующей фазы, и тогда можно что-то думать. Давай быстрее это, подыхай. Ну пока он едит мишку, кстати. Ты ему нахлоп... Блять, этот что, 2 раза что ли бьет гном? Бля, я думал 1. Блять, не успел чуть-чуть. Какие-то только миллисекунды. Ну что, фаза-то закроется, нет? Так.
плохо-то. На ёбаных дротиках опять попался. Подожди, там же гном вылезал. Я почему и слинял с той платформы. Он когда-то, сука, бьет один раз, когда-то два. Что за хрень? Терраса. Я летел на гном. Снова. Снова этот пидор, вот этот ползающий. Ну, тут было грех не задамажиться, конечно. Блять. Вот тут уже косяк. Куда? Чудом ушел. Опять чудом ушел. Я типа что, начинаю разыгрываться, типа того? На, гном. Я про него забыл опять. Ну пока стабильненько, вот прям три жизни, вторая фаза. Тут получаешь как минимум плюху одну. Повезло. Ай, за мячик не увидел. Ну давайте фаза-то закончится, не? Все. Сейчас прочитаю сообщение. Бля. Ну, да юзы. Она не прыгать должна, она должна парировать. Она начинает скакать. Ну и как они тут предлагают быть? Только 3 колонны убрала и еще и Мишку мне подогнали. С гномом еще. Блядь, ну. Не, плохо. С одной жизни на третьей фазе вообще ничего делать. Я чуть-чуть промазал, потому что я походу упал мимо этих. С конца не долетел. Надо не тратить ни одного хп тут.
Блядские гномы, они слишком быстро появляются. Что-то как-то стандартненько пошло. 3 жизни. Три жизни, вторая фаза. Третья фаза 2 жизни, в основном одна. Бля. Ладно, я продолжу. Надо учиться эту фазу закрывать без удара. Типа того. Ну, главное четко встать. Да ладно. Парировать получается. Бабы проще парировать, чем чашками. Тихо. А! Далеко она располагалась, но потом, наверное, под конец там просто уже платформ не остается. Я тупо не долетел чуть-чуть. Не, ну слушай, не все безнадежно. Какой-то прогресс есть спустя 2 часа. Блять. Ну вот постоянно такая хрень. Ну и тоже. Отстой. Тут желательно, чтобы босс начинал атаку не с оленей. И если уж он начал, то чтобы ты оставался на той платформе, которая не едет. Потому что так или иначе ты получишь урон. Все равно. Спускаешься вниз, ты не успеешь, ты попадаешь под колпаки гномов. Вот сейчас ни одна платформа, ну, моя платформа, на которой я стоял, не поехала, поэтому получилось свалить от этой атаки. На босса можно даже не смотреть. Ай, суки. Я чуть-чуть не допрыгнул. Хотя у бабы есть второй прыжок. Но толку от него немного. Это был гном, да? Слишком долго стоял вот там в углу. Жесть. Причем Мишка, вот у этого босса Мишка самое безобидное, что может быть вообще.
Хер знает, что там меня ударило. Это был гном. Эти бляди там лезут прямо из-под зрителей, ты их не видишь. Слушай, когда ты преимущественно находишься в левой части экрана, такое ощущение, что босс прям туда все силы бросает, концентрацию. Блять. Ой, ну это отстой. Я застоялся слишком много там. Неверно встал. Понятно. Так, давай вот прямо в углу встать. Не то. Я упал. Столько. Че сейчас меня задамажило? Понятно. Хотел слинять под поднимающиеся платформы. Надо было там оставаться. Повезло чисто. Да ёб твою мать. Надо где-то вот тут стоять. Плюс-минус. Ни хрена не тут. Я же обрадовался, думал, получаться начало. Сейчас будем третью фазу троить. Хер там плавал. Блять, ну, нет, вниз упал, считай, не жилец. Сука, только начинаешь этих пидоров из земли истреблять, только чтобы они появлялись и дохли. Улетаешь на шарик. Болит голова. С чудом как-то ушел вообще. Впереди за платформа не хочет появиться? Блять. А гном скакал, я прям на него и ёбнулся.
бомбит с этой хуеты. Да давай фазу. А мог бы не получить дамага. А, тихо. Сукины дети. Бля, я замылился. Ну, чуть-чуть. Вот просто, я не знаю, полминутки пожить в этом аде. В аду это. Отлично. Без дамага первая фаза. Сейчас начинаем впитывать просто. Бля, думал, сейчас уйду хотя бы в сторону. В углу не торчать, заметят же. Здесь все жизни тут слил. Охуеть. Серьезно? Пизда, платформа поехала. В идеале надо максимум просрать одну жизнь на второй фазе. Третья тогда должна зайти. Ай, бля. Платформа до конца упала. Я, естественно, приземлился на вылезших гномов. Так, ничего, какая из них поедет? Платформа рандомно исчезает. Все, фаза. Бам-бам-бам. Давай. Знал же, что там нехер стоять. Чё полез? Блять, ну вот это рандомная хуйня, конечно. Снова тот же самый расклад, 2 жизни, 3-я фаза. Да, я замудился, я начал скакать, что-то пытаться парировать в воздухе, тут же. Хуйня. Только начинаешь на этих платформах какой-то хуйней заниматься, чвякать, хуякать, все, ты покойник.
Олени. Точнее, утки. Ну, по мне так олени, я их вообще не вижу. Вижу то, что что-то темное на тебя летит, и все. Так, ну если эта платформа поехала вниз, то вряд ли она поедет наверх. Тихо, гном. Все, фаза. Раз, два, три. Блять. Этот был внизу, тот наверху, и мячик у меня пролетел. Может закончим фазу уже? Эй. Она просто идет очень долго. Это бесконечно. Блять, еще мячик. Снова тот же расклад, снова две жизни. Она исчезла ровно в тот момент, когда я на нее приземлился. Местами спасает парирование. Их оно только не... Блять. Как-то вот стандартненько. Третья фаза идет до середины и все. Ну, максимум чуть больше. Третья фаза похожа, по-моему, на Кингдайса. Нет, не на Кингдайса, а на Дьявола. Когда у него там в платформе тоже исчезали. Все равно плохо. Я много урона получаю на второй. Хотя раньше она казалась более легче. Да, может потому что ты пытаешься максимально влить дамага. Вообще чудом от мячика ушел. Тот же расклад, две жизни. Вот уроды. Бля, у тебя там курица и дротик, и еще эта херня исчезает. То есть тебе нужно как можно быстрее лететь к колокольчику. Значит, убить нельзя. Надо было не подпрыгнуть. Я чуть-чуть подпрыгнул и башкой задел. Нервничать не начинаешь? Вот так. Больше хладнокровия. Интересно, почему, когда вот этот гном долбанул меня дважды молотком, он всегда бьет по одному разу.
Что за подстава? Вот тут нереально было уйти. Хотя дэш никто не отменял же, но серьезно. Об этом думаешь в последнюю очередь, конечно. Ну чё не получается спарировать? Блять. Не, давай перекуп. Два с половиной часа я уже траю эту мразь, и ни хрена. Но появилась одна идейка на третьей фазе. Попробовать оружие, которое я только что купил. Ну как только что. Раз что все равно, в принципе, я особо не пользуюсь. Вот это попробую. Спиральный вихрь. Средний урон. Ладно. Давай попробуем просто.
Сразу нет. Недалечо, но видел же. Надо было вперед прыгать вообще. Да, вот такие нюансы потом тебе только опосля приходят. Когда уже получил дамаг. Да. Было туда валить. Вообще в край. Yes. Как от этого всего уклоняться? Ну тут-то догадалки не ходи. Вообще не попадаю ни по кому. Только чуть в сторону и все. Причем вообще летит наверх. Это странно. Мячики, всех дел. Расклады те же. Ну не знаю, давай посмотрим, что он будет у нас с этим оружием на третьей фазе. Как-то половина урона пролетает мимо. Сука. Что-то в этом есть. Первую фазу давай мы с этим закроем. Попробуем еще раз. Так, а какая из них-то, блин? Надеялся. Босс ошибок не прощает вообще. Ну давай так вот. Вот так. Очень странно дамажит она. Как-то не туда все летит. Зато у него все прекрасно, гномы работают. На 5 с плюсом. Хуярят тебя как заведенные просто из пола. Эх, туда бы мне. Я успел. Чуть-чуть. Давай переиграем. Блин, ну она поехала. Надо было валить вниз. Тут, как только он зовет этих оленей, призывает уток своих. Надо смотреть, точнее вспоминать очень-очень быстро. Какая платформа у тебя последняя приземлилась, пошла вниз точнее. Вот это вот. Вот, на ней можно стоять. Без проблем. Но также ты должен контролировать внизу вот эти желтые шары. Примерно тут, да. Ёбаные мячики. Надо было валить на ту платформу. Плохо, плохо. Ни хрена не получается. Сегодня, видимо, не день капхеда.
Блять. Ну и как от этого всего-то, блять, уйти? Начинаешь мельтешить и лозить, и все, и ты поплыл, короче. Нет четкости движений. Ой, пиздец. С одной жизни ничего мне там делать-то? А это сейчас платформа, да, поползет вверх. Ну, в этом случае я уже хер знает было где прятаться. Эти утки, они вездесущие. Надо же, дамага не получил. Бам, бам. Долго стою. Я долго стою. Надо крутиться на одном маленьком пятачке. Буквально 1,5 шага в одну или в другую сторону. 3 жизни. Бля, ну не знаю, есть, конечно, шансы сейчас. Ай. Вы не хотите появиться где-нибудь? Твою мать. Пиздец, одна платформа, единственная одна платформа. А я оказался на другом конце экрана. Замечательно. Ну, эта штука вообще его не убьет. Да, у тебя исчезает только одна платформа. Иногда вообще все. Ну, это, скорее всего, как работает, как и с драконом. Тоже рандомно исчезают платформы там на какой-то фазе. На первой, получается. Давай, дохни тоже. Да дохни. Все. Чисто как на повезет, короче. Да, четко у тебя время, чтобы слинять отсюда. Ай. Плохо дело. Мельтешить начал опять. Улетел на дротик. Ну, твою маковку. Ай-яй-яй. Замудился чисто. Осталось-то чуть-чуть. Понятно.
поздно. Я не заметил шарик внизу. Так, не получится. Где гном? Он уже только что лез сюда. Эти гномы какая-то хрень рандомная. Окей. Ай, бегать начал тудым-сюдым. Очень зря. Ну давайте уже фазы. С этим оружием чуть получше получается. Не знаю, может быть. Главное не мельтешить. Ну, да серьезно? 5. Прыгать начинаешь тудым-сюдым и все. Чуть-чуть парировать надо. Че, он залез? Я видел, что он залезал. Он не появился. Блять, не улетаешь так на одного, так на другой шарик попал. Слишком много дамага. Не, не вариант. Удивительно. Блять. Ну это отстой голимый вообще. Я походу парирую неверно.
Ну куда? Только с двойным прыжком получается прыгать. Эх, дернулся. Не было не встать. Да давай уже конец фазы, чувак. Наконец-то. Все хуйня, Миша. Давай заново. Кого там я стреляю вообще? Я же вижу, что урон не проходит. Мать. Бля, какая из них? Я на самом конце он попал на меня все равно. Осталось-то чуть-чуть совсем, а? Ну, падла.
Короче, этот вихрь, он не особо полезен здесь на второй фазе. Бывает. Нет. Я шарик не заметил. Жопа, а? Бля, на таких элементарных вещах улетаешь, что полный пиздец иногда. Вообще без понятия, что меня сейчас ударило. Все ударило. Даже полфазы, наверное, не закрыл. Это все хуже и хуже получается. Как я мог его там увидеть? Ну вот серьезно, как? Явно бы не успел. Тут явно тоже было деваться некуда. Ты бежишь от гнома в полу, налетаешь на шар с другой стороны. Это жесть вообще. И вот хер знает, как вот с одной платформы перелететь на другую. С парированием это надо делать или без. Вот она недалеко же летит. Если бы я сделал парирование,
Она бы приземлилась на вторую, но не на третью. Ну, тут мышка. Зачем ломанулся туда? Достаточно было вообще не двигаться. Ну, блять, ну он допрыгивает. Короче, я посыпался. Я уже урон получаю на ровном месте. Вообще бегать туда-сюда не стоит. Ты от мячика не успеваешь убегать. Я парировал вместе с уродом. Не знаю, блядь, как это работает вообще. Блин, какая из них? Мне повезло, кстати. Это вообще не стало двигаться. Это рандом. Надо было валить в другую степь вообще. Супер. Конец анимации, я получил урон. Куда? Быстрее. Блядь, что она начала делать? Какие-то вихри пускает. Бля, я почти замочил эту мразь. Какая обида. Блин, а какой из них? Этот босс почти сдох. Почти. Какие-то там секунды бы осталось мне пожить и все.
первая фаза это чисто вот на рандом. Повезет, не повезет. Ну вот как у тебя гном там, допустим, вылезет вместе с оленями летающими. Ну плюс еще немножко надо поворачиваться. Вторая фаза у нас чисто на внимательность. Стоишь на одном месте и смотришь, откуда у тебя мячик прилетит. Ну и за полом следишь. Третья фаза чисто на четкость парирования. Блин, а хорошо шел. Ну, нет, косяк. Просто косяк за косяком подряд. Спокойненько. Нехер было мельтешить там. С двумя жизнями явно нехер делать там. А, блин, ну давай вторую фазу получим просто. Я упал просто, я упал. Ах, уроды, блять. Да давай, да. Реально устаешь от этой же подрочки. Слишком до хера объектов, за которыми надо следить на экране. Походу я не пройду сегодня этого босса. Ну ничего. Пройду в это. Не заметил. Так, сразу же на этого босса надо ульту долбануть. Меняем оружие. Ну тут я хер его знает, как допрыгнуть. Из-за там расстояния вообще.
Через двойной прыжок с парированием. Вы издеваетесь, что ли? Мишка. Это было больно. Сейчас вообще почему-то первая фаза кажется очень быстро. До этого вторая как-то быстрее проходилась. Да ёб твою мать. Заново. Давай, чел, иди сюда. Я урон... Бля, ну я это не могу никак контролировать, когда ты делаешь ульту, когда в тебя что-то летит, ты все равно получаешь урон. Давай посмотрим, наверное, выход в карте. Посмотрим, что у нас по способностям можно поставить. Не обязательно же это бабой проходить. Как бы желательно, но не так, чтобы очень. Так, ну оружие вроде все вроде нормальное оружие. Подходит. Просто подождать карты атаки. Да нет. Дымовая шашка, невидимый рывок. Это что? Это непонятно что. Парирование. Не знаю, насколько оно будет полезно. Давай попробуем. Сколько жизни у меня теперь 3, а не 4.
больше вариантов сдохнуть. Парирование, в принципе, пригодится только на третьей фазе, если только. Будем еще троить чашку. Еще когда-то улететь успел дважды, еще и упал. Не, все, я уже посыпался реально. Я уже просто ошибки делаю на ровном месте. Сейчас еще пару раз попробую, там будем закругляться начать. Походу я этот DLC буду проходить так же, как и игру. Продолжительности. Вроде боссов 6, но ты попробуй их пройди. Блять. Снова те же самые ошибки на второй фазе. По-моему, между платформами на третьей фазе вообще прыгать не надо. Надо проверить это. Теория. Ну куда мне деваться-то? Ну, решил сходить направо. Не, ну там и слишком много вылезло в тот раз. Ну, с одной жизнью нехрен не делать. Да, я опять начал прыгать. Надо не подпрыгивать, а просто дышать вот так. Прям вперед. Только вперед, без прыжков. Косяк. Дважды улетел на херне опять.
Хм. Я тут замурился внизу. Давай, мужик, вторая фаза. Смотришь на шарик, гном убивает. Блять. Поздно. Что я тут херня уже страдаю. Нереально было войти. Слишком много на одной маленькой платформе, слишком много событий происходит. И шары летят, и снизу херачат, еще гном лезет. Блять, вот куда деваться? Гномов зачистили. Че полез? Давай попробуем вот этим новым оружием первую фазу закрывать. Что-то как-то вот непонятно. Вроде чуть-чуть быстрее закрывается.
А, блядь. Сколько я урона ему нанес? Угу. Не знаю, она как-то вот написано, что хороший урон, но что-то как-то прям вот не очень прям крутой. Он какой-то средненький вообще. Иногда вроде как нормально ему прилетает. Нет, плохо, плохо. 2 жизни всего это слишком мало на 4-ю фазу. Я сейчас еще здесь 1-2 просру и все. Да. Да, последний раз я пробую. И хорош на сегодня, потому что что-то у меня вообще ничего не получается. Видимо, день неподходящий. Убираем это красное оружие. Молнии и вихри. Пробуем последний раз и все. Как-нибудь да получится. Ничего страшного нету. Плохо. Одна жизнь, я не жилец на 3-й фазе. Я просто взял и упал самостоятельно. Ну, это сама выпила, она суициднулась, я тут ни при чем. Ладно, будем на этом закругляться. Отдыхать. Не получилось, к сожалению, босс этого пройти. Это сложно. Но ничего, будем пытаться. Как-нибудь в другой раз, да, пройдется. Вот, на этом все на сегодня. Спасибо всем за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Лайки, комментарии. Как хотите. Все делайте как хотите, как удобно. Вот, ладно.